Нихао. Есть популярный вопрос. Обычно его задают следующим образом. Зачем мне YouTube-канал? Точнее, правильнее так. Зачем моему бизнесу нужен YouTube-канал? YouTube – это вторая площадка после Гугла по количеству запросов. То есть поисковик номер 2 в мире. Сегодня я хочу помочь тебе понять, зачем все-таки твоему бизнесу нужен YouTube. Сегодня мы сделаем небольшой спринт по двум компаниям, которые имели отношение или у которых есть YouTube-каналы. На этих примерах я покажу, что она им дает. Смотри. Например, у меня есть интернет-магазин. Я продаю аксессуары для фототехники. На сайте я размещу, естественно, вот такую штуку, это называется штатив. И максимум, что я сделаю, это будут фотографии. Так большинство делают. А можно вот так. Сделать красивую картинку, ну, как минимум постараться это сделать. Купить камеру или снимать на телефон, купить звук. И рассказывать о том товаре, который хочет купить ваш потенциальный клиент. Показать, как он двигается, как двигаются, сгибаются ножки, показать, насколько плавная голова, что она откручивается. То есть рассказать и помочь клиенту определиться и понять, какой товар ему нужен. А теперь я предлагаю переместиться в компанию Даника, в их офис, чтобы я долго не рассказывал про YouTube-канал строительной компании. Да, приведем примеры, посмотрим на кейс компании, которая занимается строительством, проектированием и дизайном. Спросим у Андрея Букина, руководителя компании, как работал их YouTube-канал. Погнали! Когда клиент врет, у меня загорается лампочка. Вот это. Сейчас, подожди. Твой любимый. Алло. Это очень удобно, потому что мы будем ролики снимать с Кристиной. Кристина будет снимать. Да, мы планируем снимать строительство, непосредственно его процесс, того, как строятся дома, коттеджи, таунхаусы нашей компании, проводить съемки на объектах, где осуществляется ремонт по проектам дизайна интерьеров, которые создают наши дизайнеры. Мы планируем брать интервью у специалистов и экспертов строительной тематики. Да, и в целом, в общем, это будет очень-очень разнообразный контент. И столик хороший. Может его, кстати, подкрутить по... Да не нормально. Там я морда, лица, все нормально. В офисе компании Даника. Супер. А у Андрея был YouTube-канал. Был, почему? Потому что он уже его почти год не ведет, это его ошибка. Но одно время он очень хорошо за него взялся, его компания, его ребята снимали, потом Андрей самостоятельно снимал, мы его снимали. Они делали обзоры на свою технологию. Технология у них Passive House. Очень интересный выпуск. Мы разберемся в вопросе и поставим все точки над «и». Должен дом дышать или нет. Вы можете, в принципе, засекать, сколько денег в секунду вылетает через вот эти вот щели дома. И перепады геометрии стены по плоскости не должны превышать 5 мм. И это очень, ну скажем, уникальная их технология для рынка Украины. И они рассказывали клиенту, своему потенциальному клиенту и вообще аудитории. О чем вы рассказывали? Да, мы, начиная от того, как мы фундамент заливаем, потом узлы, примыкания и этапы строительства, сроки. Какой получается результат. Рассказывали о своей технологии. Ну, в том числе, да. Клиент мог к вам зайти, ну не клиент, а кто интересуется строительством, они могли зайти к вам на канал и получить информацию под вашей технологии, которая им интересна. Ну да. Вы показывали свою экспертность, вы показывали свой продукт, правильно? Потом слегка забили. Потому что работы вот просто вот так стало. И забили. Но это же неправильно. Это мне сейчас обратка идет. То есть мне люди говорят, ну вы там сняли дом пилота и сказали, что снимите продолжение. А я продолжение, получается, не снял. Они задают вопрос, а как там дела? Мы там за вами следим, а вы, получается, молчите, а обещали. Кстати, у них есть клиенты, пилоты, ребята, которые пришли к ним, узнали, точнее, о них, посмотрев... С YouTube, кстати. С YouTube, да, посмотрев их видео о
там, о их технологии. Ребята интересовались разными видами строительства, в том числе вот их Да, технологии. есть такое. Ну, YouTube реально работает, и я считаю, что на YouTube можно показать то, что не ищут в рекламе. Ну, например, вот у нас технология строительства, которая супер инновационная. Ну, никто не ищет в Google там супер инновационное строительство. Он просто ищет там дом, из чего построить, например. Вот. И когда он случайно натыкается на видео там, на Progressive House или еще про что-то, он просто видит: о, я как раз такое искал, хотя я не знал, что такое существует. Ну, то есть, если какие-то продукты новые для нашего рынка, или какие-то супер там идеи интересные, новые, то их невозможно найти простым поиском. Либо их баннерами там продавать, либо просто показать это на YouTube, но мне кажется, что формат YouTube получше будет, просто нагляднее. YouTube любит дисциплину. Да, надо Это то, что я регулярно. тебе говорил. Я Регулярно согласен, да. снимать, чем больше, тем лучше. Вот вы правильно стартанули, начали много снимать, наперед начали снимать, потом это выкладывали, а потом хоп, закончилось. Ну, потому что с дисциплиной проблемы. Мы сейчас будем возвращаться к этому формату опять. Вот за зиму наснимаем, потом летом забьем. Все, Андрей, спасибо. Не забивайте на YouTube. Снега в городе нет, но пробки, вот это я уже 20 раз заснул, пока еду записывать. Следующая наша остановка – это компания, которая занимается видеонаблюдением и системами безопасности. У них есть отличный YouTube-канал, это будет отличный пример, как ребята начинали снимать и делать обзоры на свои товары. По-моему, порядка 50 тысяч подписчиков у них на сегодняшний день. Уже запись пошла. Да, пошли, Да. погнали. Это Олег. У них YouTube-канал довольно-таки успешный. Они делают как раз то, что я говорил, обзоры на свой продукт. Да. Правильно? Сколько Да. подписчиков на канале? Сейчас 45 тысяч. 45 тысяч. Когда вы его начали? 4 года назад. 4 года назад. Скажи, лояльность получаете от клиента, аудитории? Ну, слушай, конечно, потому что у нас команда экспертов, у нас очень такая узкая специализация, система безопасности, видеонаблюдения, и как раз эту экспертность мы передаем через видео. И в этом как бы и магия происходит, что мы помогаем нашим потенциальным клиентам, решаем их какую-то проблему, и у них, соответственно, уже выстраивается к нам доверие. Вот, отлично. То, что я и говорил. Надо помогать через YouTube, если занимаетесь продажей там, товара любого, вы как раз помогаете клиенту определиться, да, с тем или иным товаром, помочь разобраться. Это намного лучше работает, чем просто фото, там, не знаю, в интернет-магазине на каталоге. Правильно? Ну, смотри, у нас один из самых посещаемых роликов, там тема, допустим, как выбрать видеонаблюдение. То есть любой человек, когда сталкивается с вопросом покупки чего-то, да, он сначала думает, как это выбрать. Не знаю, даже это посудомойка, стиральная машинка, там, ну, какие-то вещи, которые ты покупаешь раз там, в 5-10 лет. Ты ничего об этом не понимаешь, и ты идешь в поисковик. Ну, сейчас хотят видео смотреть, в Google уже не так идут, идут в YouTube. А более того, если твой ролик выстреливает, он еще индексируется и в Гугле. Соответственно, это бесплатный трафик для тебя. Да, и вот такие информационные запросы, там, как выбрать, какие ошибки, там, как не потерять деньги на покупке этого. Потому что средний чек, да, там, он достаточно, там, это не $30, там, это у нас, допустим, там, $300. И человек понимает, что он хочет сначала немножко копнуть в эту историю, чтобы потом принять правильное решение. Скажи, у вас англоязычный канал еще есть? Есть тема, да. И я читал, у вас история была интересная, что вы хорошую закрыли сделку с помощью Ютуба на англоязычную страну. Да, в Америку даже продажа была в Мексику, там почти на 20 с хвостиком тысяч долларов. Запустили англоязычный YouTube канал, чтобы проверить, работает ли эта видеоворонка, так как это работает у нас. У нас уже на англоязычном канале там 11 тысяч подписчиков, и вот как раз в период пандемии мы сняли такой достаточно интересный ролик про камеры, которые там вот, температуру сканируют, да, и сняли ее на английском языке. Когда вообще в мире у всех это оборудование было только в прайс-листах, ну, то есть не было вообще визуализации, да, то есть мы собрали здесь в шоуруме эту систему, то есть такое сложное проектное решение, показали его и начали получать много заявок именно от представителей бизнеса. Для меня самый крутой там, канал продвижения, инструмент продвижения – это контент-маркетинг.
Опять же, если раньше это тексты были, фотографии, сейчас это уже не так актуально, но больше нужно там для Гугла, для поисковика. Для людей нужно видео. Соответственно, пока там сайт делался, мы там 2-3, даже 4 месяца мы снимали ролики, выкладывали их на YouTube, смотрели, что людям интересно, что неинтересно. Мы снимали на мою домашнюю зеркалку, там Nikon D5100, она до сих пор где-то у нас еще там валяется. Микрофон, петличка там за $30, там классическая, там вот это, все ее там рекламируют. Да и в принципе все. Особенно если в вашей теме есть дефицит каких-то вопросов, ну, какого-то контента, а я вижу, что даже в очень популярных темах постоянно есть контент, которого, ну, не хватает, есть дефицит, то по сути неважно там, как вы снимаете, на какую технику, если есть что сказать, то ролик по-любому будет актуален для, ну, для зрителей, для потенциальных покупателей. Олег, спасибо. Пожалуйста. Очень, кстати, классный пример того, как ребята помогают своему клиенту и клиент к ним приходит. YouTube работает в этом плане очень сильно. Давай я сейчас еще скажу, что YouTube работает. Если мы начинали, ты вот что сейчас задавал вопросы, мы раскрыли тему лидогенерации. Да. Но очень важный вопрос, что позволяет дальше YouTube. Когда вы начинаете расти, когда вы делаете контент, к вам уже приходят производители, другие игроки на рынке, там торговые дома, дистрибьюторы, уже находится, то есть, почва для взаимовыгодных каких-то отношений. Дальше это возможно даже за счет того, что контент, если мы говорим про русскоязычный, его смотрят в других странах, вы потенциально через YouTube находите партнеров, представителей. Да. То есть я к тому, что YouTube это многогранный такой инструмент для развития вашего бизнеса. Там для франшизы, для, ну, много всего можно дальше делать на почве этого. Все, Олег, спасибо большое. Отличный, очень великолепный пример канала. Спасибо. Здорово, Саня. Помните, я в том выпуске, не в том, в позапрошлом, там, где я рассказываю общаюсь про самолеты. Я показал такие пауэрбанки, я их не продаю, это делает мой товарищ. Фишка этих пауэрбанков в том, что можно носить любой логотип, и это очень классно смотрится как презент или как еще что-то. Мой товарищ Саша посмотрел этот выпуск, понятно, ему понравился. И он написал мне: продай мне этот пауэрбанк. Пауэрбанки я не продаю, но, естественно, я ему заказал, я ему вручаю этот пауэрбанк. Скажи, Саша, это не наигранная ситуация? Абсолютно никакой постановы. Батарейка, которая мне очень понравилась, и я хочу ей пользоваться. Это к чему? К тому, что YouTube продает